Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Для Чонгука время останавливается, когда Тэхён начинает говорить. Девятое место. Это видео настолько уже легенда. Вы все миллион раз его видели и столько же раз говорили себе «Боже мой». Как привычно Тэхён гладит внутреннюю часть бедра Чонгука, как Чонгук абсолютно спокойно на это не обращает внимания. У кого-то еще есть вопросы вообще? Восьмое место. Совпадение или нет? Тэхён как кошмар для антисов и других делулу-шиперов. Тонко, четко и со вкусом разбивает все теории клоунов. Они такие Саултвинс. Из статьи Billboard Japan о живом выступлении Тэхёна с песней Friends. Это выступление о подавлении потенциальных романтических чувств, которые он, Тэхён, испытывает к старому другу. И я вспомнил эфир Чонгука и Тэхёна, на котором прозвучала фраза «We can't be friends». Японцы и Тэйку к фигне не скажут. Седьмое место. Сколько типов объятий существует? Можете увидеть сами, Чонгук и Тэхён знают все. Невозможно оторваться от этой нежности и красоты. Шестое место. Поведение пары. Одно из моих любимых видео. Чонгука сказал: «Ты выглядишь так красиво». Этот момент очень для меня знаковый, не показушный и такой личный. То, как Чонгук подошел к Тэхёну, чтобы сказать, что он красиво выглядит, но не знал, что их снимает камера. Поэтому, когда Тэхён намекнул ему, что их снимают, тот быстренько развернулся и ушел. Год назад Тэхён спел «Детка, ты зажигаешь мой мир, как никто другой Чонгуку на концерте Гарри Стайла». Ну и давайте разблокируем воспоминания того дня.
5 место. Почему взаимодействие Чангука и Тэхёна всегда выглядит там мило и горячо одновременно? Чангук и Тэхён были такими громкими на этой трансляции. Именно тогда мы узнали об их походе к гадалке, что они огонь и вода друг друга и никогда не ссорятся. Четвертое место. Забота. Ради того, чтобы помочь Тэхёну, Чангук все бросит. Потому что на первом плане забота о любимом парне. Они – безопасное место друг друга. Тэхён рисует, все просто смотрят, и только Чангук, вытянувшись и с восторгом на лице, мой малыш. Но почему он все еще такой очевидный, я не могу. Третье место. Новости Чангука и Тэхёна. Завтрак Тэхёна, рис, суп из моллюсков и редиса, жареная свинина в соусе терияки, салат из кальмаров, кимчи из пекинской капусты, кимчи из редьки. Завтрак Чангука, рис, суп из говядины с тофу, жареное мясо в соусе, кимчи из пекинской капусты, кальмары в приправах, молоко. Обед Тэхёна, рис, куриный суп, жареные креветки, салат из огурца, зеленого перца, соевой пасты, клубничное молоко, кимчи из редьки. Обед Чангука, рис, тушеное мясо с овощами, острая жареная курица, кимчи из редьки, салат из огурцов и лука. Ужин Тэхёна, рис с беконом и кимчи, картофельное рагу с грибами, кимджабан, жареное яйцо, салат из дайкона. Ужин Чангука, рис с морепродуктами, суп из мидии, кальмары во фритюре с соусом чили, маринованная редька, кимчи из китайской капусты. Обновление W Korea, скетч-видео. Новые фото с БАМ. Мне так нравится, как армия, нетизины и даже сами военные восприняли новость о том, что Чангук теперь работает в армии поваром. Уверен, у него все получается. А что не умеет, тому научат. Да, это тяжелый труд, но стоит понимать, что служба в армии в принципе не курорт.
А с его ответственностью, аккуратностью и любовью к готовке для него это оптимальный выбор в сложившихся обстоятельствах. У меня только один вопрос: если повара встают раньше основного состава, что логично, им надо успеть приготовить завтрак, получается, они живут в отдельной казарме. Никто не находил информацию по этому поводу? Да, в фандоме есть индивиды, считающие, что работать поваром, зашквар и мол, Чонгук должен быть выше этого. Рекомендую этим людям почитать немного о корейской армии, перестать шеймить людей за специальность и их выбор, вешать ярлыки, ну и да, просто сходить в помойную яму. Лично я, как и все вегукеры, кого я знаю, были очень рады услышать, что Чонгук занимается чем-то, что ему действительно по душе. Новые видео с вечеринки Чонгука. Фанатская база Сеппортес в сотрудничестве с Compose Coffee рядом с местом службы Тэхёна сделали акцию, в которой планировали угостить солдат, раздав им 100 бесплатных чашек кофе и рисовые лепешки. Но так как слух об этом событии быстро распространился по военной базе, пришло много солдат, и 100 запланированных напитков очень быстро раздали. В связи с этим армии решили раздать еще одну дополнительную партию из 100 чашек кофе и рисовых лепешек. Один солдат из подразделения Тэхёна, посетивший мероприятие, сказал в интервью СМИ: «Я думал, что это мероприятие подготовлено агентством, но был удивлен, узнав, что фанаты сами собрали деньги на него». Другой солдат с базы Тэхёна, посетивший кафе, сказал: «Я никогда не видел Величного в отряде, но я буду ему благодарен, потому что это мероприятие проводится фанатами с добрыми намерениями». Представитель организации Kim Taehyun Support из Кореи, приехавший из Сеула на это мероприятие, сказал: «Мы подготовили эту акцию для того, чтобы отпраздновать 100-й день военной службы Ви и выразить нашу благодарность солдатам, которые служат вместе с ним. Я надеюсь, что Тэхён завершит службу в добром здравии. Его фанаты будут ждать его». Армии также развесили вокруг базы Тэхёна баннеры с QR-кодами в честь выхода Friends. Баннеры, посвященные выпуску новой музыки, также были вывешены вокруг второго корпуса в Синбук, Ипи, Чхунчхон. Счастливые филиппинцы могут любоваться этим огромным баннером с Чонгуком. Следующий свой концерт BTS проведут на Олимпийском стадионе Сеула в 2025 году. BTS планирует провести 2025 Reunion World Tour после окончания военной службы во второй половине следующего года. Это потому, что BTS не могут использовать Олимпийский стадион Джамсил, крупнейшую концертную площадку в Корее, из-за ремонта. В последние годы власти не разрешали кей-поп-артистам или группам использовать Олимпийский стадион Сеула для концертов. Теперь же появились последние новости о том, что власти все-таки разрешили артистам кей-поп проводить концерты на этом стадионе. Согласно корейским СМИ, BTS смогут провести свой концерт воссоединения 2025 года на Олимпийском стадионе Сеула на 100 тысяч мест в следующем году. Все фанаты должно быть в восторге от этой новости. Слова солдата, который был поваром в армии. Быть поваром – это сложно, но это интересно. Я просыпаюсь на 2 часа раньше всех, а вместо этого работаю 1 час. Прежде всего, здесь есть огонь, горячее масло и острые ножи, поэтому есть вероятность мелких травм, поэтому отправлять туда сложно. Люди, которые не хотят пострадать. Я подал заявку. Преимущество в том, что можно спать 8 часов, не ложась рано. Вместо этого нет обучения, потому что даже если ты ходишь на обучение, тебе придется готовить, и обучается лишь очень небольшое количество людей. Поскольку жить приходится одному, хорошо управлять приватностью мировых звезд. Если что-то сказано, можно сразу отследить, кто именно об этом говорил. Чонгук может спать полных 8 часов. Самое приятное то, что он проводит большую часть своего времени со своей небольшой группой, и если кто-то о нем распространит всякую ерунду, то будет легко выяснить, кто виноват.
Вот время летит, и этому фото с малышами Тэйкук ровно 10 лет. Блин, мы ведь тогда реально офигели. Девушка, которая была в ресторане, в котором проводилась вечеринка по прослушиванию альбома Чангука, сказала, что вечеринка была приватной, и они не снимали это, потому что присутствовали Джин и Юнги, они солдаты, поэтому им запрещено появляться в видеоклипах. Standing Next to You остается в Billboard Hot 100, 88 место, 19-ю неделю подряд, продлевая свой рекорд как самая продолжительная песня солиста кей-поп в этом десятилетии. Наша социальная бабочка. Поддержка друзей – это бесценно. Друг Тэхёна о его клипе. Песня такая веселая и комфортная для прослушивания. Это так круто, что вы можете почувствовать две разные эмоции в одной песне. Этот уникальный голос, спокойный, но стабильный и глубокий. Я думаю, что эта песня, которая соответствует типу человека, Тэхён лучший. Тэхён в настоящее время является самым большим артистом на iTunes во всем мире. K-Media сообщила, что Чангук был назван шестиугольным кумиром, универсалом Найдалчамп, набрав 33% от общего числа голосов. Шестиугольный айдол относится к айдолу, превосходящему и выдающемуся во всех аспектах, не только в визуальном плане, но и в вокале, танцах, выступлениях и рэпе. Второе место. Это так интимно. Все мы знаем, что фокус решает все. Чангук забыл, как дышать из-за этих бедер Тэхёна. Кто-то может объяснить, что здесь происходит? Миниатюры Чангук и флешбеки? Или сага Чангук? Вспомним все.
Первое место. Я не могу перестать смотреть на Чангука. Влюбленность так прекрасна всегда, просто невозможно. 그래 난 취했는지도 몰라 선배님! 실수인지도 몰라 Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.